Друзья, всем привет! Продолжаю вам рассказывать о большом альпийском приключении. Предыдущие ролики об этом путешествии вы найдете в описании. Перед тем, как мы начнем, хочу напомнить вам, что ваша подписка помогает каналу развиваться. Так что, если вы забыли подписаться, то вы можете сделать это сейчас, и так вы не пропустите продолжение этого путешествия и другие интересные видео, которые я для вас готовлю. Итак, поехали! Выехав из Зальцбурга, мы все дальше углублялись в горы, поднимались все выше и выше. Теперь мы намеревались пересечь Альпы на юг. И вот, наконец, мы подъехали к тому месту, где начинается высокогорная альпийская дорога. Сезон, когда туда разрешен проезд, вот-вот закончится. Такие высокогорные места становятся опасными, когда выпадает много снега. Но мы попали очень удачно, и снега там не было. По этой дороге приятно ехать медленно и любоваться видами на горы. И есть другие высокогорные дороги, которые считаются видовыми дорогами. Мы поднимались с теневой стороны, поэтому из-за облаков было мало что видно внизу. Очень удивляли велосипедисты, которые ехали в гору. Там было нереально высоко, и это настоящий подвиг. Причем таких велосипедистов было довольно много. Еще было много мотоциклистов, которые, между прочим, еще и нас обгоняли. Наверху было 5 градусов тепла, то есть нам уже понадобились теплые кофточки, курточки, тогда как там внизу была абсолютно летняя погода. Но когда мы доехали на вершину, из-за тумана не было видно почти ничего, как будто перед тобой такая пустота и все белое просто. Эта дорога называется Grossglockner High Alpine Road. Это видовая дорога, проезд по ней не бесплатный, он стоит 36,50 евро. Продолжительность этой дороги 48 километров, и при этом вы подниметесь на высоту 2,5 километра, то есть подниметесь на гору. Даже несмотря на облака и несмотря на то, что вы не можете видеть виды там далеко внизу, в долине, вы могли видеть кусочек серпантина, по которому только что поднимались, где-то там вдалеке, и это тоже выглядело немножко страшно, от этого захватывало дух. Короче, вот даже для этого стоило ехать в Альпы.
вот мы начали спуск с другой стороны, тоже по серпантину. Проехали через какой-то тоннель и внезапно оказались на солнечной стороне. Температура там поднялась до 10 градусов. Там были места, где можно остановиться, полюбоваться, потому что не было тебе ни облаков уже, никаких туманов. Там все было прекрасно видно. Было видно горы вдалеке, было видно долины и было видно заснеженные вершины. То есть видно было все прекрасно, потому что солнечная погода. Можно было остановиться. Мы, конечно же, так и сделали. Мы продвигались дальше через Альпы и неожиданно оказались в Италии. Вот прямо на серпантине, по которому мы ехали, где-то в горах была граница. Чем отличается итальянский серпантин от австрийского, сразу стало заметно, потому что дорога стала как будто бы шириной в одну полосу, ну максимум. Я не знаю, как там можно с кем-то разминуться, мы с трудом разминались. Стала она еще больше петлять, еще более резкие повороты, и стало немножечко опаснее, немножечко страшнее. То есть итальянский серпантин все-таки страшнее, чем австрийский. Но серпантин быстро закончился, и скоро мы выехали на более равнинную местность. Кстати, в Италии тоже было очень много живописных мест, где можно остановиться возле какого-нибудь красивого озера и просто посидеть на лавочках, там даже лавочки для этого есть. И природа там очень красивая в Италии. Но дальше мы выехали уже с гор, и мы уже ехали по такой равнине. На равнинной местности было много круговых развязок, как во Франции. И вообще в целом эта местность была похожа на что-то среднее между Францией и Нидерландами. Ну, большим отличием будет то, что вдалеке виднелись высокие горы, что сразу стало заметно в Италии. Иногда попадались заброшенные дома. Такое я мало где видела. Но в целом домики были красивые. Если в Австрии их пытались оформить побогаче, то в Италии больше внимания уделяли ажурным деталям всяким, вот этим всем миленьким штучкам. В общем, есть какой-то собственный стиль, и он заметно отличается от австрийского. Еще я сразу заметила, что в Италии нет нормальных велодорожек, и велосипедисты ездили просто по дорогам, и меня это очень удивило. Первый итальянец, который нам попался, очень неплохо владел английским языком, причем это было в каком-то маленьком населенном пункте, и мы такого от него вообще не ждали. Так, куда же мы так уверенно едем от гор? Это же альпийское приключение. Дело в том, что до Венеции рукой подать. В это сложно поверить, потому что Венеция очень контрастно отличается от той местности, которую мы только что видели. Но да, до нее совсем недалеко, мы не собирались заезжать глубоко в Италию, мы собирались только начать знакомство с этой страной и начать ее именно с Венеции. Это очень необычный город. Есть материковая Венеция, которая в принципе выглядит как любой другой европейский город. Там мы поселились в гостиницу, которая называлась Hotel Aaron, и ночь на троих нам обошлась в 75 евро. После этого мы поехали изучать островную Венецию, это самое интересное там. Но туда на машине не проедешь особо, парковок там тоже особо нет, поэтому туда лучше всего и дешевле всего ехать поездом. Проезд от станции Венеция Местре до станции Венеция Санта-Лючия обошелся нам в евро 35 центов. Билет можно купить в автомате, либо в информационных будочках. Довольно просто, надо его только не забыть прокомпостировать. Мы его прокомпостировать забыли на станции, не заметили эти компостеры, но нам это простили, там что-то ручкой нарисовали, и все хорошо.
Сам остров состоит из многих-многих маленьких кусочков, которые связаны между собой мостиками. Конечно же, там не ходит никакой транспорт, там ходит только водный транспорт. Самый распространенный и самый дешевый вид водного транспорта — это вапоретто. Это такие, как водные автобусы. Проезд на час обойдется в 7 евро. Причем можно делать пересадки только в одну сторону. Если ты едешь в другую сторону, придется покупать новый билет. Возможно, есть более дешевые способы, там, например, билет на день. Улочки очень узкие, очень сложно куда-то встать в сторону, отойти или где-то присесть, так как там все время поток людей, поток туристов, очень много людей, поверьте мне. Там нельзя не остановиться, там ни о каком транспорте речи быть не может, там вот столько места, даже на велосипеде там не проедешь. Поэтому либо перемещаются на вапоретто, либо пешком. Пешком тоже можно дойти, в принципе, куда угодно, придется немножечко попетлять, но по мостикам можно с одной части всегда попасть на другую. Когда гуляешь по городу, GPS все время теряется. Если смотреть на карту, то кажется, будто ты идешь по крышам, как будто в каком-то таком лабиринте гуляешь. В городе в основном это старые дома, часто немножко с облупившейся краской, но за ними все равно ухаживают, видно, там были даже строительные леса. Вот, и несмотря на мелкие шероховатости, это все равно выглядело прелестно. Интересно было плыть на вапоретто через город и рассматривать там каждое здание. Это что-то новенькое, что-то отличное от других зданий. То есть это настоящая экскурсия, если проехаться на таком водном автобусе. Одно из самых посещаемых мест в Венеции — это площадь Сан-Марко или площадь Святого Марка. Там находится собор Святого Марка и дворец Дожей. Потрясающая архитектура, но там очень много людей. Мы эту площадь не застали ни затопленной, ни заполненной голубями, но заполненной туристами, конечно же. Но Венеция не относится к тем городам, где хочется бегать от одной достопримечательности к другой. Ее хочется обойти спокойно, рассмотреть каждую мелочь, потому что там каждый домик — это достопримечательность, каждый канал, каждый мостик, каждая гондола. Кстати, интересно, я узнала, что гондольеры и гондола могут быть поддельные, не настоящие. Как отличить настоящего гондольера? Он всегда носит полосатый верх и черные штаны, и гондола всегда черного цвета. Раньше, когда-то давно, их красили в разные яркие цвета, но после эпидемии чумы, в память об этой эпидемии, их начали красить в черный цвет. Вот так можно отличить настоящего гондольера и настоящую гондолу. Оказывается, есть подделки. Говорят, в Италии надо попробовать пиццу и мороженое. И то очень вкусно, но мороженое отличается от привычного мороженого, оно менее жирное, и из-за этого оно очень быстро тает и очень быстро начинает течь, еще до того, как ты успеваешь его съесть. Но при этом все равно вкусная. Пицца тоже была вкусная. Кусочек пиццы можно купить примерно за 3 евро в среднем. Может быть и дешевле есть. Наверное, мы видели
и дешевле. Еще пасту мы попробовали, паста тоже была очень вкусная. Там очень много таких заведений, где дают с собой еду, и есть с собой на ходу, конечно, очень сложно, потому что много людей. Кстати говоря, в каналах море, вода морская, соленая. Поначалу мне казалось, что итальянцы в основном не такие уж дружелюбные, что подходишь к ним, что-то спрашиваешь, а они так отвечают, будто хотят, чтобы побыстрее от них отстали, причем в информационных будочках, магазинчиках, в принципе, там в сервисах всяких. Ну, потом мы поняли, что это касается не всех итальянцев. Приятных итальянцев мы тоже, конечно, повстречали. Еще меня удивило, что они пытаются обходить тебя справа от тебя стороны. Поначалу я думала, что у них так принято, а потом я заметила, что они, в принципе, ходят в разброс, и никогда не знаешь, с какой стороны они начнут тебя обходить. Очень странно, это особенно на узких улочках, это немножечко сбивает с толку. Еще в центре города на улицах зазывают поучаствовать во всяких разводах на деньги наивных туристов. И многие, кстати говоря, ведутся, и такого я давно нигде не видела. Еще цены на продукты заметно меньше, чем там в окружающей Европе, так сказать. Даже в самом центральном супермаркете в городе цены нас очень удивили. В Венеции стоит погулять и днем, и вечером. Вечером она становится другой, становится спокойно романтичной. Там не так много людей, потому что днем там очень много туристов, к вечеру все немножечко стихает, и уже можно спокойно погулять. И это, пожалуй, самый необычный город, который я видела в жизни до сих пор. Очень отличается от той картинки, какой я привыкла видеть Европу. После Венеции мы снова отправились в горы, чтобы снова отправиться на север и продолжить наше большое альпийское приключение. По пути нам встречались величественные замки на скалах, живописные долины, доломитовые скалы. Кстати, мне показалось, что горы именно с итальянской стороны, они более как будто отвесные, более скалистые, что ли, как будто над тобой вот эта каменная глыба нависает. Еще мы познакомились с местным животным миром. Ты по-русски говоришь? Sprechen Sie Deutsch? Do you speak English? Увидели горы в другой обстановке, под закатными лучами, когда наверху поднимаешься высоко-высоко, вокруг ни души, и такая абсолютная тишина, природа и тишина. И это классное место, чтобы отдохнуть от городской суеты. И мы под сгущающиеся сумерки едем в наш следующий город. Напишите мне в комментариях, что же это за город. Угадайте? Спасибо, что вы со мной. Подписывайтесь, ставьте лайк, мне будет приятно. И до скорой встречи. Пока-пока.